Открываем новое направление из Санкт-Петербурга в Архангельск. Соответственно, новый аэропорт Архангельска. И новая авиакомпания в моих обзорах Smart Avia. Сегодня 16 октября, вылет 9:25, прилет через 1,5 часа в 10:55 по местному времени. То есть это все московское время. Сейчас в Санкт-Петербурге холодно, очень ветрено, поэтому я надеюсь, что со звуком более-менее все нормально. В терминал осталось менее 2 часов до вылета. Надо вытащить. Интересная инсталляция в чистой зоне. Вот здесь крутятся вентиляторы или пропеллеры, как их лучше сказать, и на них проецируется изображение. Иди сюда.
чистой зоне можно взять что-нибудь к чаю рублей за 150, 120, 190. Есть сэндвичи за 300 с лишним рублей. Ну, типичные аэропортовые цены. Можно шоколад взять питерский за 150 рублей, 25 граммов. Так, очень дорого, да. Магазин морепродуктов, куда ж без них в аэропортах, особенно в Пулково. Сувенирная продукция. Магниты, поделки, статуэтки, в общем, все, что хотите. Магниты по 150 рублей, но совсем простенькие фотомагниты. Кафе, рестораны, сувенирные магазины, спортивная одежда. И вот Петр Первый с телефоном. Я заметил, тут некоторые пассажиры вообще не понимают, куда идут. Сначала в одну сторону, потом резко в другую, потом возвращаются назад. Авиакомпания «Россия» 6109. Серию 700 летим. В Архангельске 7,5 тысяч метров, время в пути 1 час 10 минут. В Архангельске 1 градус, слабый дождь. Через минуту мы начнем запуск двигателя нашего рейса. Сажайтесь в лодки, пристегните привязные ремни. Спасибо за внимание. Командир корабля Андрей Встречен, Саша бортпроводник Юлия Троцюк. Уважаемые пассажиры, мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем о необходимости оставаться в масках в течение всего полета. Спасибо. Уважаемые пассажиры, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Самолет имеет 6 аварийных выходов, 2 в передней, 2 в хвостовой части самолета оборудованы автоматически надуваемыми трапами и 2 аварийных люка на плоскости крыла. Каждый выход обозначен цветовым табло «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя.
Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло, застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку, туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету и просим вас убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение, застегнуть ремни безопасности, открыть шторку иллюминатора, выключить или перевести мобильный телефон, электронное устройство в авиарежим. Обращаю ваше внимание, что в течение всего полета запрещено курение, в том числе электронных сигарет. Спасибо. Кресло в вертикальном положении, столик убран, электронное устройство выключены или переведены в авиарежим. Желаю вам приятного полета. Оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности. Не снимайте маски в течение всего полета. Маска должна полностью закрывать нос и рот. В полете мы предоставим вам прохладительные напитки по индивидуальному запросу и услуги платного мини-бара. Приложение iFlyWow будет доступно после набора высоты. С помощью приложения вы сможете приобрести товары в нашем магазине, выбрать более комфортное место в самолете, просматривать фильмы, видео и многое другое. Спасибо. Для безопасности просим оставлять ремни застегнутыми и не передвигаться по салону без необходимости. Под сиденьем вашего кресла имеется красная клавиша, с помощью которой спинку кресла можно привести в удобное для вас положение. Туалетные комнаты расположены в передней и хвостовой частях самолета и оснащены детекторами дыма. Напоминаем вам, что курение запрещено в течение всего полета. Просим вас соблюдать социальную дистанцию, ожидая очередь в туалетную комнату. Спасибо.
принимаются российские рубли и кредитные карты. Информация машина, если вы заняли выступали от 8600 метров, температура воздуха за бортом минус 43 градуса по Цельсию. И наша скорость 870 км в час. В Архангельске мы рассчитываем прибыть 10 часов 35 минут, время московское. Спасибо за это.
Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в Архангельск, город воинской славы. Наш самолет совершил посадку в международном аэропорту, который носит имя писателя Федора Аврамова. Мы рады сообщить вам, что наш рейс прибыл точно по расписанию. С авиакомпанией «Смартавиа» легко планировать и все успевать. Более 99% рейсов прибывают точно по расписанию. Температура воздуха плюс 2 градуса. Местное время 10 часов 36 минут. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. Не забывайте, пожалуйста, ваши вещи и ручную кладь. Будьте осторожны, открывая багажную полку. От имени всего экипажа благодарим за выбор авиакомпании «Смартавиа». Мы будем рады новой встрече с вами. Желаю вам новых интересных путешествий. Летайте с нами. Внимание бортпроводникам, двери в положении ручное, контроль двигателя. Уважаемые пассажиры, приглашаем вас к выходу в передний вестибюль. Высадка производится в ходе телескопического трапа. Всего доброго. До свидания. Хорошего вам дня. До свидания. Удачного дня. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Хорошего. Все, спасибо До большое. свидания, До спасибо за рейс. Пока. Спасибо вам. До свидания. Честно говоря, не знал, что в аэропорту Архангельска есть телетрапы. И терминал-то вроде новый. А я смотрел в интернете, мне почему-то старый терминал. Или он обновленный, я вот пока не могу понять. Но с виду он выглядит достаточно неплохо, прилично. В отличие от взлетно-посадочной полосы, которая требует очень серьезной модернизации. Конечно, все, что вы слышали, это были удары между стыками, между плитами.
Видимо, это все-таки старый терминал, но там он снаружи выглядит так очень современно, неплохо. Сейчас пока не будем делать обзор на обратном рейсе. Он будет у меня сегодня вечером другой авиакомпании. Не пропустите. Вот, в принципе, наверное, вот так вот и выглядит этот аэропорт, аэровокзал. Размещена на информационных стендах в аэровокзале. Attention please. The Aviation Security Service kindly requests that you read and understand. Зона выдачи багажа. Одна багажная лента. Вот только наш рейс прибыл. Санкт-Петербург. Я решил снять аэропортовую площадь сейчас на прилете, потому что вечером на вылете будет уже темно, и мы не сможем рассмотреть более подробно. Вот такой самолет здесь установлен. Это причем один из экспонатов Як-18. Я думаю, что вот здесь внизу экрана вы видите информацию по нему. Это второй экспонат Ил-14. Он находится слева от здания аэровокзала. Теперь давайте посмотрим на аэропортовую площадь. Она совсем маленькая. Здание аэровокзала, я так понимаю, что оно было старое и его модернизировали. Причем другие здания, я не знаю, насколько они старые, но, наверное, тоже модернизированные. Может, какое-нибудь и новое из этих зданий. Но они оформлены в едином аэропортовом стиле. То есть пронумерованы. Здесь есть свой фирменный стиль. Он такой, если вы видите, черно-оранжевый. Напоминает мне аэропорт Уфы. Здесь ходят два автобуса. Вот вы видите, там один из них. Остановка находится слева. Вот там справа, где стоит автобус, там высадка, видимо. И слева вот люди стоят на остановке, ждут автобус. Здесь есть кафе. Вот тут кафе, но оно закрыто. Там какой-то ресторанчик. И прямо вот здесь уже за этими зданиями начинается жилой сектор. Вот еще одно здание, если вы обратили внимание, то оно в цветах Смартавиа. То есть это вроде бы и есть офис Смартавиа. Если вы смотрели, если уже вышел на моем канале выпуск интервью с бортпроводником, то вы там помните. Была информация по Смартавиа. А если не вышел этот выпуск, то он скоро выйдет. Но в любом случае посмотрите, может, действительно уже вышел. И Смартавиа базируется как раз в Архангельске, родом из этого города. Жилая зона, водонапорная башня сразу вот идут от территории аэропорта в непосредственной близости. Тут еще рядом гостиница есть, вот там она находится слева. Кафе «Самолет», которое сейчас закрыто. Не могу сказать, что там есть, сколько стоит, если оно вообще работает. Кто был, кто в курсе, пожалуйста, напишите. Может быть, я когда-нибудь сюда прилечу, или для других наших зрителей это будет информация полезна по ценам, по качеству еды и вообще работает ли оно сейчас. Между этими маленькими зданиями обнаружился музей авиации Севера. Я вообще понятия не имел, что он тут есть. Сейчас попробую узнать, зайду вовнутрь, посмотрю. А вот рядом ресторан, он, наверное, открыт. Ну, давайте посмотрим, что есть в музее. Музей закрыт, поэтому я понятия не имею, что там находится, и мы этого не узнаем. Опять же, кто в курсе, кто видел, кто здесь был, что здесь вообще есть, напишите, тоже очень интересно. Перед зданием аэровокзала есть скамейки, можно посидеть, то есть какая-то зона отдыха здесь есть. Вот это, видимо, новое здание, новый терминал, какой-то пристрой, или это отдельное здание. Я вижу, что оно действительно новое.
Видите, они пронумерованы, то есть тут такой единый аэропортовый стиль оформления. Это радует, конечно. Здание международного терминала, я думаю, что оно все-таки новое. Работает оно или не работает, я понятия не имею. Наверное, тут какая-то модернизация идет, но вот модернизировать взлетно-посадочную полосу точно надо. Это точно, абсолютно. Это один из двух автобусов, который здесь ходит, 153, он какой-то междугородний, наверное. Есть еще 12, он городской. По нему я информацию не вижу по расписанию. А вот и расписание по 12 автобусу, оно просто с левой стороны от остановки находится. Ходит достаточно часто. Друзья, аэропортовую площадь посмотрели, сделали обзор. Здесь есть на что посмотреть, сразу два экспоната, они интересные. Сам аэропорт, здание аэровокзала, я так понимаю, модернизирован. И здесь аж есть два телетрапа, то есть вот в этом здании. И тут еще рядом мы посмотрели, есть новый терминал. Ну, видимо, это терминал, я пока не могу сказать, у меня сейчас нет информации. Не ожидал тут его увидеть. Аэропорт Пулково нормально, хотя на самом деле действительно там могут запретить снимать. Ну, могут. Авиакомпания Smart тоже отлично поснимали, тем более, что у меня была такая возможность. Посмотрели впервые, это авиакомпания в моих обзорах. И направление Санкт-Петербург, Архангельск тоже. И, соответственно, аэропорт Талаги тоже в моих обзорах впервые 5 баллов. Погода здесь дождливая, холодная, поэтому сейчас у меня есть время до обратного вечернего рейса в Санкт-Петербург, и я поеду на автобусе изучать город. Всем хорошей погоды, может быть даже уже зимней или какой-нибудь осенней, теплой. И всем пока, до встречи в новых обзорах. Счастливо!